Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре танк за жетоны боевого пропуска, тяжелый советский танчик акционный, 3 топора, объект 3 семерки, вариант 2, 9 левела. Вот. На самом деле из списка всех танков за жетоны этот танк как-то слывет не самым хорошим, и данный танк за жетоны неохотно берут за эти же самые жетоны. Вот. Почему-то он всем не нравится. Ну а мы с вами сегодня давайте разберем все по порядку, что же это за машина такая. И начнем мы, конечно же, с бронирования. Объект 3 топора. Вперед! Итак, collision модель наших 3 топоров. Давайте смотреть. Начнем мы с НЛД. Не самый лучший угол наклона имеет, но в приведенке 216, да. То есть всего 150 миллиметров, снизу 216, сверху у нас там около 200. Центральная часть переход между НЛД и ВЛД 204-230. Вот, ВЛД у нас суперская на самом-то деле, оно имеет хороший угол наклона, ну и давайте смотреть все места, что называется, так правильно поставим. 300, здесь рикошет 375, здесь 296 рикошет, 314, под башню здесь выступ 389, здесь 500. Нифига себе ВЛД, наверное, одно из самых крепких ВЛД на 9 уровне среди тяжелых танков. Да и НЛД на самом деле назвать слабым нельзя, то есть оно такое анти-ТТ 8 левела. Стоит чуть-чуть там начинать рымбовать, у нас уже растет 230 там по 240. Не каждая восьмерка тяжелый танк сможет пробить обычным типом снаряда, да и голдой не все смогут. Касаемо башни, у нас сферическая башня, совок. Ну и начнем с маски орудия. Центральный час маски орудия 347, вверху 300, внизу 274. Очень даже неплохо. Здесь вот 262. Самая ослабленная часть у сферической башни вот эти вот пятачки рядом с маской орудия. И здесь у нас 271. Это явно броня анти-ТТ 8 уровня даже на голде. И это броня анти-ТТ 9, да и многих десяток. Вот. Касаемо дальше, здесь все зашито. 300, ну вот повыше еще 262 даже над пятачками. Все остальное 295. Сейчас мы до крышки дойдем башни. Вот, 330, 400. То есть все тут вообще круто не пробить. Но есть вот такая замечательная крышечка в 50 миллиметров. Система сейчас пишет у нас рикошет. То здесь хороший угол наклона брони. Соответственно, по правилу 3 калибров нас сюда будут пробивать орудия от 150 миллиметров. Это всякие Су-152К и подобные ПТ-САУ. Тяжелые танки должны обладать таким орудием от 150. Все остальное будет рикошетить. Есть лючки, но они достаточно маленькие, узенькие, 168. И с этой стороны 167. Чуть-чуть правее уже. Тут 203, сюда чуть попадет 500 в башню, рикошет, поэтому эти лючки тяжело выцеливать и простреливать. Боковое бронирование у нас нету надгусеничных как таковых полок, только подбашенный цилиндр. Вот, соответственно, 115. Танкует, как он от борта, замечательно танкует. Надо понимать, что ну просто жесть как хорошо танкует. Подбашенный цилиндр при вот таком танковании 360 не пробить. Уязвимых зон 400 тут практически нету. Так что этот танк можно назвать королем практически по танкованию от борта. Так что вот, господа, крепкая ВЛД, хороший борт для танкования от борта, крепкая башня за исключением вот этих мест. Ну и да в целом все в этом танке хорошо, не знаю, что его все так поносят. Итак, с броней разобрались, все тут у нас хорошо. Давайте смотреть орудие, что нам тут поставили. У нас 122 миллиметровка с альфой в 440, 258 пробития на основном типе снаряда, 340 на голде. В принципе, по пробитию достаточно годная.
Пушка заряжается почти 14 секунд на стойке. Понятно, что этот параметр можно улучшить оборудованием и экипажем. Плюс дополнительным навесным снаряжением. ДПМ 1900 на стойке, точность, ну как для тяжелого танка 0,42 практически норма, а вот время пушки сведения, да, достаточно долгое, 2,9, почти 3 секунды сводится орудие, и это на самом деле не очень. Вот, у нас ремка большая, бесплатная, навечная, что вполне, вот она, да, что вполне себе годненько. У нас больше боевого опыта экипажа, пересадка без штрафов, но этот танк, он акционный, он не прем, он не может вам фармить серебро. И это нужно понимать. Что касаемо оборудования, поставил дефолтный стандартный комплект для тяжелых танков СССР. Это закалка, это досел и это стаб. И на самом деле я считаю, все эти три типа оборудования ему реально нужны. По снарядам основной ББХ летит 940, почти косарь, конечно, не самая лучшая скорость полета снаряда. А вот кумулятивный снаряд летит 920. И как для кумулятивного снаряда это уже годно. Вот. Касаемо снаряжения, естественно, ремка, она стоит уже. А вот аптечку ставите и автоматический огнетушитель. Все-таки это совок. Я поставил доппаёк, чтобы максимально раскачать возможности этой машины. 4 члена экипажа. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в таблице. По плюсам и минусам машины. Что касаемо орудия. УВН у нас всего лишь минус 6. Считайте, что у нас нету УВН. И это очень сильно омрачает этот танк. Сейчас короли рендома это танки бронированные и желательно еще и с УВН. А еще лучше с хорошей подвижностью. У нас нету прям супер хорошей подвижности, у нас нету УВН, да. Но вот по броне нам повезло. Потому что броня у нас есть и она действительно достойная. ДПМ у нас подрос до 2351 альфа страйка там в минуту, да. Точность 0,38, сведение у нас улучшилось до 2,6. По ХП на закалке 2040 и в принципе это более-менее. По мобильности 40 вперед, 15 назад, почти 15 лошадей на тонну удельная мощность. Обзор у нас 427 метров, что соответствует среднему значению по тяжелым танкам 9 левела. Хорошая ли эта машина в целом? Какие ее отличительные и самые, так сказать, сильные стороны? На самом деле броня. На самом деле хорошее пробитие пушки. Как на основном, так и на голдовом снаряде. Вот. Ну, это, наверное, самые сильные стороны. Слабые стороны, это достаточно слабая все равно подвижность. Это отсутствие УВН. Это стандартный обзор. Ну и, наверное, все. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как три топора играется. Как он чувствует себя в боях. Вперед! Так, господа, обзор боем. Три топора, тяжелый советский прем-танк 9 левела, который можно получить за жетоны боевого пропуска. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. УВН нужны, а тут у нас их нет. Кто там заскочил? Водоем.
Вангар. Гаденыш. На ПТ ОМОНе, а? Гусельку мне сбил. Гусельку сбил. Перекатываюсь. Поехали повоюем со средними танками. Хорошо. Обручку насветили, настреляли. Что у нас? Почти 3К есть? Хорошо, давайте, работайте. Не попали. Вот в кого надо было. Ой, я дурачок. Сейчас блайндом. Попали. Так, наш свет. Так. Так, куда? Все. Хорошо. 3500 суммы, нормально. 3500 суммы. Блин, стерва там стоит. Я ей насколько? На 3 выстрела, да? Не получилось у меня в нее закинуть. Это прискорбно. Она ведь не будет светиться до последнего. Как же я в нее не попал?
Давайте. Ух ты. Оп! Нормально, 2. Йоу, у меня так, и так надо. Последний там остался, 2 ПТ ОМОН, которого я так долго ковырял. Не мог доковырять. Все. Нормалды, 3 фрага. 4 250. Плюс косарь натанковали. Добро. Знатно хорошо. Это бой против десяток, напоминаю. Сойдет. Что можно про него сказать вообще? Очень радует низкий силуэт, хотя будут места, будут карты, где это будет наоборот минусом, где из-за камня вы даже не сможете прицелом водить по врагам. Но в определенных ситуациях низкий силуэт это хорошо. Броня в целом все равно неплохая. Пушка обычное совковое орудие. Вот. Радует, что у нас бесконечная ремка большая в комплекте. Это факт. Вот. Но все равно бронирование танка достаточно неплохое. Эх, у военов бы побольше. Было бы вообще хорошо. Минус 6 это, конечно, боль. Я понимаю, что этот танк у многих, у кого сейчас есть в ангаре, поэтому хотелось бы услышать ваши комментарии по этой машине, какое вы на ней используете оборудование, ребят, кто уже давно на этой тачке катает. Вот. Я в целом по 5-бальной системе 4 все равно поставлю. Машина на самом деле нельзя сказать, что, как все говорят, все, прям топорная машина. Нет, не топорная. Можно на ней играть, но все равно сейчас рулит. Короли рендома — это танки с УВМ, то, чего у нас нет, хотя вроде и есть броня. Поэтому ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.